Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем прокачивать Волка Джека на следующий уровень, это у нас 13-й, возможно дальше в будущем на 14-й прокачаем. Ну, все-таки он не так, конечно, хорош, как мне бы хотелось, но как бы оставлять его на 12-м тоже не хочется, в принципе он интересный, прикольный, выглядит замечательно, а вот по геймплею такой себе, да. Ну, ладно. Тут, как говорится, ничего не поделать, раз вам не намекнуть, что волк не очень, что его нужно как бы бустануть. Ну, смотрите на того же слона, да? Ухудшили, и теперь как бы все. Ну что ж, вот наш волк, как бы вся линейка до 13 уже прокачана. Я не знаю, хватит ли на 14, можно даже сегодня 2 уровня прокачать. Чё уж, да? Все равно. Хотя просто волк такой ни о чем, я подумаю еще, стоит ли ему 14 вообще качать, потому что, как вы понимаете, дальше... Ну, жетонов хватает, но вот это вот все брать, оно стоит того или нет? Ну, сегодня поиграем и узнаем. Я, наверное, возьму вот только вот этот момент. Возьмем немножко, добавим массового урона в волку. И больше брать ничего не будем. Хотя, конечно, можно еще лук взять, но пока что воздержусь. Возьмем, наоборот, вместо этого 2 атрибута, вот эти вот прекрасные, по 8000. Вместо одного уровня, получается. Чтобы волк хотя бы чуть-чуть, но был покомфортнее. Потому что персонаж играется в основном без активного, без пассивного навыка. Чисто с тем, что у него есть на атрибутах. Такие вот дела. Итак, для лука возьмем скорость, убавим дальность и добавим перезарядки. Вот так вот сделаем небольшую перебалансировку в баланс. То есть дальность как бы большая, она толку не дает волку, потому что фиг попадешь на той дальности. Поэтому я даже, наверное, вот так вот сделал. Ну, скорость не докинул бы, а вот перезарядочку докинул бы. То есть КДшиться будет получше, поинтереснее будет, по крайней мере, на мой взгляд. Ну и бомбочка. Радио смысла нет, бустить 2% ничего не дадут. Опять же, у нас бомба, которая боулинг, которая катится, да, прекрасно. И для нее лучше всего, наверное, будет взять отброс. Ой, перезарядку, отброс, вот это я, конечно, сказал. Да, давайте возьмем перезарядку. Чем чаще дамажим, тем лучше. Ну и копье у меня стандартно стоит. Ну, для копья дальность важнее. Для копья дальность важнее, потому что, ну, чем дальше ударишь, тем шанс выше нанести урон большим противникам. Ну, количество, я имею в виду. Сборочка. Ну, тут смысла ничего не вижу менять, но хотя мы пойдем в командные бои. В командные бои, да. Можно заменить гранату. Можно заменить гранату и, наверное, все. Либо зубы вампира, либо гранату можно заменить на дефибриллятор. Конечно, у меня есть бинт волка. Капец, когда он ему нападал, непонятно только. Но я не знаю, мы затащим так или нет. Вообще, около адреналина волку еще нужен, ну... Короче. Первый бой сыграем с такой сборкой, потом посмотрим. Ну и погнали. Как говорится, ни выживаемости в виде укола адреналина, ни дефибриллятора на команду. Ничего нету, но я готов. Опять же, команда будет не самая у меня сейчас скилловая, нужно это понимать. Так, ну мы получили небольшое усиление. Я сейчас ботинком, кстати, заметьте, волк достаточно высокая скорость. Поэтому это большое преимущество, этот ботинок ему дает. Повоем немножечко. Сейчас хамелеончик подбежит. Залутаем гранатку и... Блин, вот это, конечно, скорость. Скорость приятная, да. И можно бежать дальше. Ну, посмотрите на эту скорость. Какой же шустрый, просто какой же шустрый. Так, аптечка лутаем, отлично. Не, ну так мне нравится играть с таким шустрым волком. Опять же, гранатки. Ну да, парная штука, что она есть, что и нет, особо разницы не будет давать. Но урончик все-таки дополнительно дает, поэтому бафнемся немножечко на баф. И сейчас будем бежать, наверное, драться, скорее всего. Все, погнали. Драться. Вот это скорость, это понимаю. Спидран, ёпт. Смотрите просто на этого волка. Да, и... Ну вот это весело. Это весело, конечно. С таким можно вообще передвигаться очень круто волком, но... Побегали и хватит. Теперь опять ускоряемся. И сейчас пойдем драться, скорее всего. Все, погнали. Просто жесткие ботинки. Опа, противничек. Врываемся. Блин, жалко, мне сейчас повыть нечем. Я бы сейчас повыл. Я бы повыл, да. Так, ладно, повоем немножко. Наберемся немножечко скилла, и можно будет сейчас выбегать. Все, погнали. А что у меня ускорение? Ага, вот, сработало. Так, у меня здесь прекрасно. Работаем. Этого убиваем. Немножко скоро тыкаем. И побежали снова. Так, ну тут мы резнули. Надо панду догонять. Немного отхилить. Ну, кстати, зубы вампира можно заменить. Мало полезные. Нету времени волку отхиливаться. Так,
Лутаем нашу ускорялочку с урончиком. И погнали. Ну, блин, почти успел достать. Ну. Давай, Никсик, ну бахни ты в него, ну. Фух, успел достать все-таки. Я знаю, тут еще противник есть. Правда, он меня оттолкнет, скорее всего. Хотя нет, мы можем догнать еще. Да, догнали, отлично, красавчики. Красавчики. Ну, что я могу сказать? Может быть, активный навык не такой уж бесполезный, но реально, представьте себе замесы адекватные, да, которые есть в нашей игре. И представьте себе, как его волк там использует в этих замесах. Представили, да? Вот именно, никак. К сожалению. Вообще никак не использовать. Бака добиваем. Сейчас надо похилиться срочным образом. И добить эту Джейд прекрасно. Тут зебры бегают. Попробую их догнать. Кролик скип бегает. Че, тоже с ботинком на зебре? На зебре с ботинком. Ничего себе, вот это жесткий. С канистр гелия, серьезно? Канистр гелия и ботинок на зебре. Как вам, ребят? Вот это, понимаю, уровень интеллекта. Пробивает небеса. Но у других просто слов нету. Как можно играть с канистрой гелия на зебре и с ботинком? Как? Как? Мне там 3 слота на нем мало. А челики берут себе вот такие вот предметы и как бы играют, им норм. Куда ты сбежать пытаешься? Куда ты пытаешься сбежать, друг? Блин, какой же он шустрый. Кто там, интересно, такой сидит? Ладно, повоем немножко. Чтобы было веселее догонять этого друга. У меня же опять же этот первобытный инстинкт стоит. То есть, возможно, это сейчас просто так первобытный инстинкт работает красивенько. Так, там бочка убегает от нас. Сейчас мы будем ловить. Это кролик скипи? Жестко, жестко. Ну, в общем, такие вот дела. Каким-то чудесным образом это затащили. Кстати, вот сейчас, видите, работает вокруг волка. Это пассивка его такая. Пассивка, которая что-то там блокирует урон. Или снижает его. Ну, в общем, очень полезная вещь, которая ничего не дает. Если вкратце. Честно, вот без каких-либо таких слов. Вот что есть, то есть. Это вот, это пассивка волка. Кстати, можем сейчас глянуть. Я, правда, ее 100 лет уже не смотрел. С выхода волка, наверное. Если, ну, может, раз еще посмотрел после этого. Жажда крови. Когда Джек чует поблизости с низким уровнем здоровья, у него ускоряется восстановление. Вот, снижается полученный урон. Что значит ускоряется восстановление? Это, наверное, КДшка уменьшается. Снижается полученный урон. Это так смотрится просто ни о чем. Ладно. Опять же, нету точных данных по первобытному инстинкту, по активному навыку. Как они вместе взаимодействуют, тоже ничего нет. Поэтому печально. Мы отправляем в следующий бой. Конечно, весело бы было побегать в этом бою, но вот будет реальный замес какой-нибудь, да? Будет реальный нормальный бой. Как в это играть на волке? Правильно, никак. 2 волка в команде, ё-моё. 2 волка. 2 волка это даже не 1, это 2. Ну логично, весьма. 2 волка, капец, 2 волка. Ладно, давайте бахнемся немножко. Все, и побежали. Ну, кстати, ускорение... Ага, закончился баф. Понял. А раньше, кстати, работало хорошо. По длительности было неплохо. Прям даже очень. Волки воют, а мы бежим. Да, именно так. Раньше было ускорение... Да блин, а чё аптечку не взяли-то, а? Притянули, не взяли. Что за люди? Ой, золотой лук. О, золотой лук, это хорошо. Это мне сейчас даст неплохой бонус. Ну, что ж. Сейчас будем пытаться затащить. Кстати, заработала пассивка. Дали? Бесполезная пассивка, которая заработала. Сейчас я навою себе немножко. Первобытный инстинкт, все дела. Все, погнали. Вот это скорость. Сюда иди. Не, но урончик добавлять неплохо. Урончик прям хорошо смотрится. Ладно, я тут растащил. Этот волк у нас тоже повыл и побежали. Че, мне усиление не дается, что ли? Серьезно? Серьезно? Усиление просто не давалось? Или... А чем мне волк стреляет вверх? Как вы думаете? Я просто не понимаю этих прекрасных мувов. Ладно, побоим. Немножечко. Ты что такой дерзкий, черепах? Видали, сколько хп мне снял? Просто каким-то рандомным шотом. Как тебе по урону Джейд понравилось? Капканчик. Капканчиками задушили. Вот это понимаю геймплей.
Ой, ладно, ну тут просто как-то сейчас на 1000 рейтинга, видите, не очень скилловые ребята попадаются против меня. Были бы какие-нибудь адекватные, я бы так тут бы не бегал, да. Я бы точно тут так бы не бегал. Ну ладно. Сейчас по-моему побежим за последним противником, который непонятно где. Нано-волчок, забеги. Во, дался бонус. Ну, кто успел, тот получил. Остальные будут ослабляться. Итак, побежали искать противничков. Ну, вот эта скорость, конечно, бешеная. Раньше такой скорости не было. Это, скорее всего, из-за первобытного инстинкта, которого наконец-то настроили. И, ну, я так думаю. Потому что раньше такого очень не было. Раньше вообще бесполезно был. Сейчас хоть немножко, но скорость приличная становится. И можно иногда повыть. Все, погнали. Вжух, вжух. Ну, вот эта скорость, ну, раньше такого не было. А теперь, да, кайф, конечно. Так, ладно, ломаем здесь все. Почему-то нигде противников не можем найти. А их осталось не так уж и много, всего двое. Ладно, повоем немножко. И сейчас побежим осматривать домики. Все, погнали. Вжух. Нету тут никого, нету. А вот и противнички. А вот и противнички нашлись. Какие хорошенькие, а? Куда собрались? Не, ну так-то приятненько, да? Так-то приятненько с такой скоростью бегать и всех уничтожать. Чисто на позитиве. Ну, опять же. Нужно для начала постоять секунд 5. А то и 10. Чтобы накапало тебе ускоряшка, усиление урона и только потом бежать. Но это хороший вариант, что можно шотать так противника. В принципе, волк тогда становится чуть-чуть получше. Опять же, говорили ли разрабы об этих усилениях, о том, что волк вот стал нормальный теперь? Нет. Почему? Вопрос. Опять подкрутили незаметно, да, волка? Совпадение не думаю. Ладненько. У нас еще один боец сейчас будет, прекрасно. Вот сейчас, кстати, будет боец, который покажет, роляет ли волк сейчас или нет. Потому что бой будет сейчас динамичный достаточно. Нормально, нормально, погнали. Так, лутаем. Я пока повою здесь. Еще немножечко. Все, погнали. Погнали. Ну, кстати, да, вроде активный навык мы пофиксили. То есть он теперь более адекватный. Более правильный, что ли. Приемлемо, приемлемо. Так, ладно. Закинем сюда эту и повоем. Сейчас навоем себе немножко на фулл усиление. Все, вот, пошел активный навык действовать. Видите, тут эта желтая полосочка под хпшкой. Это его время работы, я так понимаю. Можно пока что бегать, развлекаться. Все, время работы закончилось. И как бы адьос. Опять же, вот сейчас начинается замес, а я вою, да? Все, можно бежать. Так, нужно противников догонять здесь. Пришел, ворвался, жесткий. Жесткий, дерзкий. Ну, кстати, заметьте, очень быстро откадешился сейчас у меня активный навык. Это, скорее всего, было связано с тем, что... я получил бонус. Ну да, там, короче, не знаю, как так получилось. Я вроде на лук нажал, он мне вроде выстрелил, потом сразу откадешился, и можно было еще раз стрелять. Ладно, усилим немного наших ребят прекрасных. До свидания, орел. Ну, возьми аптечку еще одну. Брюсик, ну что ты делаешь? Зачем тебе копье? Погнали. Братиш, погнали. Ой, сейчас Брюс наш там умрет. Так, повоем немножко. Все, погнали. Не, ну такой геймплей мне нравится на волке. Вот так вот врываешь. Смотрите, сколько отхила, кстати, было. Нормально, нормально, мне так нравится. Так мне нравится. Так мне в кайф. Все, там дошотали, отлично, красавчики. Теперь можно снова повыть. Не, ну знаете, кстати, волк стал хорош. Неожиданно, но волк стал хорош. Особенно если команда понимает, что вот по твоим усилениям они будут становиться очень жесткие. Под финальным усилением, я имею в виду, да? И ты при этом становишься очень жесткий. Ну, видели, да? Я там просто бегу в толпу, нажимаю кнопку копья, и у меня с половины хп становится почти до фулки. Круто? Круто. Ну, похоже, все. Эра волков. Шучу, конечно, это просто такой замес, когда у тебя есть время это сделать. Когда команда понимает, да, немножко. Тогда да. А когда этого всего нету, когда замес очень динамичный, то волк становится бесполезным.
к сожалению. Потому что вы видите, скорости нету, значит, ты не можешь быстро приблизиться к противнику, значит, приходится целиться луком, а луком целиться бессмысленно, потому что вы видели, как он работает. Ну и, в общем, такие вот дела. Но волк мне понравился, будем его качать дальше на 14 уровень. Я думал, он будет плохой, но оказался, что приятный, прекрасный. Поэтому такие вот пироги. Анубис, как говорится, готов, нагибает все дела. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.